Добрый вечер. Это программа «Право знать» на канале ТВ-центр. И я, ее ведущий Дмитрий Куликов. Мой сегодняшний гость – главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян. Добрый вечер, Маргарита. И эту программу мне помогут провести Максим Юсин, Александр Сосновский, Кристина Джулиана и Przemysław Мажец. Маргарита, хочу начать сразу с жесткого вопроса. Как журналисты любят говорить, прямо в лоб. Предупреждаю, не дам возможности уйти от ответа на этот вопрос. Когда я перестану бить свою жену, как, знаете, нас учат... Так, нет, это, Маргарита, из американского телевидения. Да, это да, они да. там такие вещи обсуждают. Я о серьезных вещах, хотя тоже навеяно американцами. Признайтесь честно, какое отношение вы имеете к покемонам? Нет, вот ха-ха не надо. Говорите сразу, покемоны – это ваша работа, они от вас находятся в зависимости. Я их прикармливаю. Прикармливаете покемонов. Я поясню для зрителей, которые не знают. Мощный американский канал CNN вчера разразился расследованием, что, оказывается, Россия через игру Pokemon Go оказала важнейшее влияние на американскую политику и, в частности, посеяла межнациональную и расовую рознь. Ваши следы уже обнаружены в этом? Нет, наших следов в этом не обнаружено, по счастью. Хотя CNN, безусловно, намекает, что наши следы там есть. Так же, как вся так называемая мейнстримовская американская пресса пытается найти наши следы повсюду. Это же... А вот еще там вопрос... CNN сказал, что торговала некая фирма одеждой для чернокожих, чем специально по заказу России разжигала тоже межнациональную рознь. Там вы не отметились? Ну вот зрители смеются. Что вы смеетесь? Это мейнстримовские сообщения CNN, крупнейшего новостного канала Соединенных Штатов. У CNN есть, вы же знаете, как президент Соединенных Штатов называет CNN? Fake News Channel, телеканал фейковых новостей. У CNN есть одна задача. Насолить Трампу, добиться удаления Трампа или полностью разрушения репутации Трампа. Известно, что у них давнишняя война, и вообще-то, как говорят эксперты, Трамп собирался и мог бы их закрыть. Там есть определенные трудности у CNN. Они с ним воюют, понимаете, то, что они для этого используют какие-то совершенно уже безумные, дикие Они воюют идеи. больше с Трампом или с нами, Маргарита? Они воюют с Трампом через нас. Они бы не воевали просто с нами так активно. Они всегда нас не любили, но так активно они бы с нами не воевали, если бы у них не было задачи как-то придушить и навредить Трампу. Потому что мы им не так уж очень сильно интересны. А сейчас они всю эту истерику подогревают из-за Трампа. Это просто очевидно. Другое дело, что аргументы, которые для этого используются, это уже, понимаете, это за гранью добра и зла. Вчера крупнейший ресурс Yahoo News нам засылает вопросы. Вот, мы разговаривали с бывшим сотрудником Белого дома, и бывший сотрудник Белого дома верит, что вы связаны с российскими спецслужбами. Мы им так и ответили. Слушайте, по опросу организации, которая занимается молочной промышленностью в США, 7% населения США верят, что шоколадное молоко берется у коричневых коров. Понимаете? Ну, можно верить в разные вещи. Это... Вопрос, который я думала, что вы мне зададите, это на журфаке нас всех учили, да, что вопрос, который должен поставить неловкое положение, неправильный вопрос, когда вы перестанете бить свою жену, что бы ты не ответил, да. Ты будешь неправ. Я думаю, что CNN переплюнула. Я не знаю, что тут сказать. Вот год назад вышел доклад ЦРУ и всех остальных спецслужб США, в котором половина доклада посвящена нам. Мое имя там упоминается 27 раз. Russia Today там упоминается много-много десятков раз. Все, что они нам ставят в вину, какое-то шоу, которое я вела на РЕН-ТВ 5 лет назад, каким-то образом я вот так вмешалась в выборы США, еще какая-то лабуда подобного же рода. Там нет ни одного факта о том, чтобы мы действительно занимались какой-то незаконной, не журналистской, туманной, мутной, темной деятельностью. У меня есть подозрение, что вы в доле вообще в Твиттер, потому что, знаете... Да. Нет, я серьезно, потому что... Вот сейчас про Твиттер расскажу. Вот мы, потому что мы такой деятельностью не занимаемся. Они приходят в Конгресс и говорят, они вызывают Твиттер, да? Что там делал Твиттер на Russia Today? Вот Твиттер потратил $275 тысяч. Сумасшедшие деньги. Вернее, Russia Today потратил $275 тысяч на Твиттер. Мы за $275 тысяч выбрали президента США. Хиллари и Клинтон вдвоем потратили почти $1 миллиард. Мы сверхэффективны. А мы за 275 тысяч, опять-таки, они пытаются это преподнести
для общей массы населения, которая не разбирается в тонкостях, как некую мутную туманную активность. Послушайте, Твиттер пришел к нам перед выборами с красивыми презентациями. Твиттер пришел и сказал: ребята, вот мы ходим ко всем СМИ, мы предлагаем во время избирательной кампании потратиться вам на рекламу, чтобы у вас повысилось количество пользователей, фоллоуеров, как это называется по-русски. Здорово, отлично. Мы, конечно, занимаемся рекламой. Каждый год у нас была реклама в Твиттере, в Фейсбуке. У нас была реклама на CNN, у нас была реклама на NBC, у нас есть реклама на билбордах. Вот сейчас в аэропортах у нас пошла классная реклама. Это нормальная активность любой уважающей себя медийной организации. Вот «Коммерсант» делает прекрасную рекламу периодически, тоже на билбордах, с удовольствием смотрю. Сейчас только что на радио слышала их рекламу. Но они же это преподносят так... Понимаете, клевещите, что-нибудь да останется. Да, Нет, там что-нибудь тонкий прилипнет. подход вот по Твиттеру. Последние новости. Значит, теперь обвинение переквалифицировано. Твиттер специально уничтожил следы вашей работы через Твиттер. То есть мы и Твиттер взломали? Да, Вы понимаете? Ну, это серьезно. Это конгрессмен сказал вчера буквально. я же знаю, что мы не занимаемся никакой такой нехорошей работой, которую они пытаются найти. Этого нет. Они могут искать, переискать, хоть обыскаться. Тогда они берут абсолютно нормальные, общепринятые вещи, которые мы делаем. Ну, понимаете, завтра они нас будут обвинять в том, что мы пользуемся телефонами, мы пользуемся компьютером, мы платим зарплату сотрудникам. Я должна сейчас в этом признаться, до того, как меня в этом обвинит ЦРУ и Конгресс. Да, мы платим зарплату сотрудникам. Это практически преступление. Так Как и вы есть. могли это сделать? И Это- пользуемся телефоном. Более того, у меня BlackBerry, американский телефон. Ужасно. Что, понимаете, знающие да поймут. А если серьезно, Маргарита, вот ну, вас там хотят как-то объявить иноагентом, ввести санкции прямо против канала. В начале будущей недели будут какие-то решения. Чего ждать? Ну, я понимаю, что, может быть, не обо всем можно сейчас говорить, но все-таки. Мы не знаем, чего ждать. Маразм окреп до такой степени, что чего ждать понять невозможно. Но если нас серьезно обвиняют в том, что Твиттер ради нас стер какие-то следы где-то там, мы для Твиттера, вот, наши 200 тысяч долларов для Твиттера, который миллиардный. Это микроб, да. Ну, это просто смешно. А им же не смешно. Для меня загадка, им не смешно, потому что их уровень образования и представления о мире уже до такой степени зашкаливает и до такой степени ниже плинтуса, что им действительно это не смешно, или внутри себя им смешно, но они выходят из высоких трибун, делают вид, что они это все всерьез, для того, чтобы оказать влияние на менее информированное население. Вот этого я понять не могу. Ждать мы можем чего угодно. Ну, совершенно чего угодно. Я вам на полном А вот серьезе говорю, позиция что нашего- мы не удивимся, если завтра нас начнут обвинять, и, может, это дойдет до уголовных дел в том, что мы пользуемся телефонами, автомобилями, еще что-то, я не знаю, в том, что у меня глаза голубые. А позиция нашего государства предзаявленная, что мы ответим зеркально. Да, мы ответим зеркально. Я надеюсь. И, наверное, многие американские издания и корреспонденты, работающие здесь, они почувствуют этот наш ответ. Но где может быть предел такой вот войне? У нас есть дипломатическая война, у нас есть там информационная война, у нас есть какая-то гибридная война, никто не знает, что это такое, но она у нас есть. Вот теперь у нас будет война между средствами массовой информации, в отличие от информационной, потому что здесь она юридическая, да? Скажем так. Теперь появится юридическая война. А главное, непонятно, кому это все нужно. Вот кому нужны эти войны и к чему они хотят привести и до чего довести. Ну, очевидно же, что никакой настоящей войны не будет. Ну, как может у двух ядерных держав быть война? Ну, разрушит всю землю дня за 3. Тогда зачем? В чем идея? Очевидно, что это не нужно тому же Трампу, который вроде бы президент Соединенных Штатов. Когда в Конгрессе началось это расследование, так называемое, против нас, он же сам написал в Твиттере у себя, он, как известно, любит управлять государством через Твиттер. Кстати говоря, еще один вопрос к Твиттеру. Он написал, что лучше бы Конгресс поинтересовался лживыми новостями, которые производят, собственно, американские СМИ. Они их производят в огромном количестве. Ну, вчера, кстати, в Твиттере Трампа NBC перехватил пальму первенства фейк-ньюс у CNN. У CNN. Трамп написал: до этого я думал, что самый большой фейк-ньюс это CNN, теперь я считаю, что это NBC. Ну, Вот. Так что гонка продолжается. Но вы знаете, вот зачем это? зачем я не задаются понимаю. этим вопросом
многие гости, которые приходят, почти все, которые приходят ко мне в программу, многие политологи, аналитики, коллеги наши задаются вопросом, зачем? Не находят логического объяснения. Ну, представьте, Маргарита, вы хорошо знаете Америку. 2-3 года назад представить, что президент Соединенных Штатов будет предлагать своему подчиненному, руководителю Госдепа, помериться IQ в публичном пространстве. Мы же не могли с вами этого представить. Но я так точно не мог. Вы, может быть, их лучше знаете, чем Да я. нет, это как раз я могла представить. Американская политическая культура, она ничем не отличается от культуры шоу-бизнеса. Это давным-давно шоу-бизнес, и давным-давно выбирают того, кто сделал наиболее красивое и приятное шоу. И поэтому, кстати, во многом не выбрали Клинтон, потому что она просто плохой шоумен. Вот и все. Не на ту сделали ставку демократы. В этом я ничего удивительного не вижу. Но в том, как сильно упал уровень экспертизы, как сильно упал уровень образования и профессионализма, в это просто иногда невозможно поверить. Вот, ну, прям диву даешься. Как это может быть? У вас есть версия, зачем Я они имею в все виду это у делают? многих людей в Собственно. истеблишменте. Собственная версия есть? Зачем это все? Да. Моя единственная версия – это внутренняя политическая борьба, которой мы становимся невольными жертвами. Других причин никаких я не вижу. Еще год назад представители американского Госдепа, с которым я, конечно, периодически встречаюсь, общаюсь, мне говорили, что вот видите, вот там в Европе, в такой-то стране у вас были трудности, вот там-то вас аккредитации лишили, а там-то банковские счета вам закрыли, а вот в Америке у вас никаких трудностей нет и не будет. Потому что мы демократическая страна, мы уважаем свободу слова, у нас есть первая поправка. Вот видите, вы должны все-таки признать, что США все-таки... Образец. Образец, да, и придерживается собственных принципов. И я это, надо сказать, всегда признавала. И на ток-шоу говорила на разных, и много где, везде публично говорила, что, ну, действительно, стоит уважать страну. Они, конечно, по всему миру часто несут хаос и бедлам, но у себя внутри они все-таки придерживаются собственных принципов. Смотрите, они не запрещают нам вещать. И эти же люди из Госдепа всегда мне говорили, но смотрите, если в России мы увидим сложности у американских СМИ, у американских журналистов, мы, конечно, ответим зеркально. Никаких сложностей у американских СМИ и журналистов пока не было, а зеркальный ответ мы уже получили. Спасибо, Маргарита. Сейчас у нас будет реклама. После нее мы продолжим это интересное обсуждение уже с нашими гостями. Это программа «Право знать» на канале ТВ-центр. Мы продолжаем обсуждение с Маргаритой Симонян. Максим, прошу вас. Да, прямо перед рекламной паузой вы, Маргарита, сказали с улыбкой «зеркальный ответ». Но сейчас без улыбки всерьез обсуждается, каким же будет наш ответ. Ну, какой-то, очевидно, должен быть ответ вот на то, что происходит с вашей компанией. Есть два варианта. Устами различных депутатов, сенаторов предлагается один вариант, жесткий. Вариант в ответ на то, что делается в отношении вас и ваших коллег, создать максимальный дискомфорт американским журналистам, работающим здесь, то есть пойти по американскому пути. Есть другой вариант не уподобляться администрации Трампа и всем тем, кто подталкивает администрацию к такому, в общем, некрасивому поведению, не уподобляться и ничего подобного не делать. Не повторять тех шагов, которые нам самим не нравятся. То есть, с одной стороны, мы себя лишаем права на эффектные ответы, на какую-то сатисфакцию, но, может быть, именно то, что на контрасте с той вакханалией, которую сейчас устраивают американцы, мы в глазах остального мира будем выглядеть адекватными, нормальными, цивилизованными, и это будет долгосрочная, может быть, более оправданная инвестиция, вложение в имидж России. Вот какой подход вам ближе? Ну, во-первых, поверьте мне, остальной мир ничего об этом не узнает, если те же самые СМИ ему не расскажут. Мы не можем все рассказывать в одиночку. Смотрите, я журналист, я не сенатор, не конгрессмен, не чиновник, не дипломат. То, что мы сейчас обсуждаем, то, о чем вы говорите в своем вопросе, это касается межгосударственных отношений. Я межгосударственными отношениями не занимаюсь и не хочу заниматься. Я в свое время совершенно сознательно сделала выбор не заниматься политикой и не идти в чиновники, когда передо мной в жизни стояли такие вопросы и стояла такая дилемма. Я продолжаю оставаться журналистом. С этой точки зрения я бы хотела, чтобы журналисты везде могли работать свободно. И в России, и в Америке, и везде. При этом, как руководитель той организации, которую я руковожу, я буду приветствовать любые меры, которые
заставят их оставить нас в покое и позволить нам и дальше заниматься журналистской работой. Любые, которые послужат этому. Понимаете? Если можно что-то сделать, чтобы от нас отстали, давайте это сделаем. Если нельзя ничего сделать, значит, давайте искать другие способы выживать в этой ситуации. Мне не хочется войны ради войны. Мне хочется, чтобы все жили мирно, нормально вещали и рассказывали людям ту правду, которую они считают нужной рассказать. Маргарита, а вот здесь Максим задал хороший вопрос, но там есть такое подразумевание, там про весь остальной мир и так далее. Ну, вы сказали, что может и не узнать весь остальной мир, если мейнстримовские СМИ про это не скажут. Но есть и такие части этого мира, вроде бы цивилизованного, как Франция, например. Насколько я знаю, до сих пор в отношении спутника во Франции действуют ограничения. Вы не аккредитованы ни в Елисейском дворце, ни в других госорганах французских. И вас там, ну, мягко говоря, игнорируют. Во Франции у нас были проблемы с самого начала во время предвыборной и потом, когда Макрон стал президентом. Тем не менее, мы там работаем, вещаем. Нас физически нам никто не запрещает. Проблемы есть и остаются. Они сделали свою предвыборную кампанию на этом, на том, что вот, дескать, смотрите, российские новости с нами борются, значит, вы должны противостоять России и голосовать за нас. Конечно, опять-таки, правды в этом не было никакой. Вы понимаете, никто же не может привести нам примеры. Ну, вот что мы делаем не так? В чем конкретно вы приведите? Да? Очень просто. Помните Лемонт за день до выборов во Франции? Да. Голосуй за Макрона. За Макрона. Выходит ведущая французская газета за день до голосования. А вы-то, Маргарита, этого не делаете? А мы не делали, совершенно верно. Вы-то этого не делаете, вы виноваты. В Америке к нам претензии истеблишмента, что мы не поддерживали Клинтон. Не поддерживали. Во Франции к нам претензии, что мы не поддерживали Макрона. Не поддерживали. Мы никого не поддерживали. Понимаете? А Меркель? В общем, и Меркель не поддерживали. Они нам пишут в докладе ЦРУ, они проводили дебаты кандидатов третьих партий, то есть не основных двух, которые утвердил истеблишмент. Ну да, проводили. Так это работа наша. В этом заключается суть журналистики. Давать голос тем, кого этого голоса не дают. Если уже это вменяется в вину журналистам, ну давайте тогда скажем, что западный мир в том смысле, в котором мы его знали и любили, с западными ценностями в том смысле, которыми мы их знали и любили, перестал существовать. Этих ценностей больше нет, этого мира больше нет. Это все авторитарные режимы, которые просто раскрашены в цвета разных флагов. Это будет по-честному, и я готова принять, что теперь мы живем вот так, давайте исходить из этих реалий. Но нам же продолжают рассказывать, что нет, ценности у нас остались. Просто вы не имеете отношения к этим ценностям, потому что мы не с нами. Мы им говорим, секундочку, ваша ценность же и есть, что кто не с вами, тоже имеет право голоса. Нет, только не вы. Почему не мы? Потому что вы не с нами. И все идет по кругу. Прошу вас, Пшемыслов. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что у вас крест тут. Спасибо большое. Это важно. Мне приятна ваша благодарность, хотя к вам это не имеет никакого отношения. Конечно. Конечно. Во-вторых, если вы говорите про европейские ценности, такого не существует. Нету такого. Какие ценности? Кто их создал? Какой философ? Кто их создал? Нету. Есть сейчас лево-либеральное движение, которое доминирует в Европе. Есть, например, в Польше, которое абсолютно этого не поддерживает большинство поляков. Не поддерживает. Чехов, хорватов, сербов и так далее, и так далее. Я хочу вас спросить про другое. Вы работаете как крупный, очень опытный руководитель СМИ. Вы же знаете, что вы поддерживаете интересы России. Просто интерес России. Вы не работаете как такой журналист, который просто делает то, что хочет. Вы связаны. Вы не один раз лично вы встречались с президентом Российской Федерации. Так? Какой ужас. Какой А ужас? еще у меня Почему телефон. ужас? Ну, а вы так это произносите? Вы не один раз встречались... Я отвечу с Я удовольствием. просто хочу преступление? сказать, что вы представляете интересы Российской Федерации на самом деле, как Russia Today. Вы считаете, что это объективная журналистика или нет? Отвечу вам на ваш вопрос. В мире функционируют десятки, тысячи СМИ,
которые представляют интересы той страны, из которой они вещают. Но нет никаких сомнений, что CNN представляет интересы США и не будет в своем вещании расходиться с интересами США. На сайте BBC World Service еще несколько лет, не знаю, как сейчас, давно не смотрела, было написано, что они существуют для того, чтобы нести британские ценности в мир. Когда во Франции создавалась «Франс-24», президент, который создавал «Франс-24», вслух говорил о том, что он создает этот телеканал для того, чтобы мир мог узнать французскую точку зрения и услышать голос Франции. Deutsche Welle существует по тем же причинам. Я уже молчу про арабские, всем известные медиа вроде Аль-Джазиры и Аль-Арабии. Каждая страна имеет право иметь СМИ, которые будут рассказывать миру о точке зрения этой страны на мир. Мы, как честные люди, 12 лет назад, когда создавалась Russia Today, я собрала пресс-конференцию и сказала: друзья и коллеги, мы создаем телеканал, который будет оплачиваться государственными средствами России и который будет существовать для того, чтобы донести российскую точку зрения на мир и вообще, что происходит в России, до мира. Мы это честно сказали 12 лет назад. Существует огромное количество СМИ, которые вот так вот получают поддержку от государства, от спецслужб, от тех же американских. Я уж молчу про большие промышленные конгломераты, которым принадлежат эти СМИ, у которых тоже есть абсолютно свои очевидные интересы, в том числе политические. Разница в том, что эти СМИ не говорят об этом. Эти СМИ делают вид, что они не представляют ничьи интересы. Они вот такие замечательные, объективные, они работают только ради светлых принципов журналистики, и у них нет позиции. Светлые принципы журналистики и позиция – это не взаимоисключающие понятия. Просто нужно честно об этом говорить. Наша разница с этими СМИ в том, что мы никогда не делали из этого секрета. Мы российский телеканал, и все люди, которые у нас работают, знают о том, что они работают в российском СМИ. И зрители, которые нас смотрят и слушают, знают об этом. А делать вид, что ты не представляешь, например, британский телеканал, а представляешь некий общий мир, ну это просто глупо, нечестно и подло. Потому что это никогда не может быть так. Каждый человек... Подло, знаете почему? Почему? Потому что... Вы обманываете своих зрителей? Это введение в заблуждение. Нет, Каждый человек в любом случае имеет свой бэкграунд. Это уже к вопросу об объективности. Вот посылают человека с бэкграундом, выросшего, допустим, в строгой исламской стране, где уважаются ценности ислама. Человек там вырос. И его посылают освещать гей-парад, например. Ну, вы представляете, какая у него будет позиция в этом репортаже? На тот же гей-парад посылают человека, выросшего в либеральных ценностях небольшой западноевропейской страны. У него будет совершенно другое отношение к этому гей-параду. И тот, и другой будут настаивать, что они объективны. Но это невозможно. Я когда был в институте журналистики, мне учили, что есть либерально, это был конец социализма в Польше, мне учили, что есть такая журналистика, где говорится факты сначала, а потом комментарии. Это все окончилось. Вообще этого нет уже. Этого не не существует. работает. Этого не существует давным-давно. Да. Я вам хочу сказать, что в США этого не существовало никогда. Это в Европе было кое-где, или, по крайней мере, были попытки. А в Штатах все знают, какой телеканал отстаивает позицию какой партии, да, кого поддерживает. СМИ во время выборов всегда заявляют о том, кого они поддерживают, и работают, исходя из этой поддержки. И американской аудитории не кажется, что в этом есть что-то странное и неправильное. Они знают, что да, вот Нью-Йорк Таймс поддержала там демократов и кандидата от демократов. Все понятно, никаких вопросов. А то это ж нужно сидеть гадать, что они имеют в виду, самим какой-то вывод делать. А тут тебе все объяснили, разжевали, иди голосуй. Вот даже несколько обидно, что дискуссии не получилось. Сначала пан Шмыслов сказал, что нет никаких европейских ценностей. Вы же призывали, да, Нет, Маргарита? я сказал, что нет, потому что они неопределенные. Ну, если они неопределенные, значит, их нет. Я же Ну, то есть, поэтому оговорилась вот. изначально. А потом он сказал, что нет, оказывается, и вот этой журналистики с фактами и комментариями. Я же оговорилась изначально. Я специально сказала, что европейские ценности в том смысле, в каком мы их знали и любили. Потому что действительно они нигде не определены, как это же не Библия, если возвращаться к кресту, где написано вот так, а значит вот так для верующего человека, христианина. А тут это на кончиках пальцев. Как
мне представлялось в данном случае, в данном разрезе, что такое европейские ценности, это как раз уважение прав меньшинства, любого меньшинства, не обязательно сексуального, да, политического, геополитического, географического, национального. Уважение права этого меньшинства на свой голос, на свое Если могу средство вас массовой пробить, информации. самое главное было, чтобы не было больше войны. Это самая важная ценность, которую придумали в Европе, чтобы не, с этого взялся Евросоюз, чтобы не было больше войны. Ну, я вам Две хочу- самые страшные войны – это Европа. Мне Это кажется, Европа. что наша Вы- страна вы прекрасно очень знаете- сильно повлияла на формирование этой ценности, чтобы Вы не было прекрасно больше знаете, войны. что в этой страшной войне в Европе больше всех людей потеряла наша страна. Я вот это И, имею в конечно, виду. чтобы не было войны, если вы меня... не до конца. Если Могу вы поспорить. меня... Ну, подавать- Польша 6 миллионов человек. Никто С не... 38 это огромное количество. Никто, безусловно, не умаляет огромные и жестокие потери Польши. В этом тут мы с вами на одной стороне моральных баррикад, если они вообще существуют. Безусловно, трагедия для нашего народа, для наших народов советских и для вашего народа. Так вот, лишь бы не было войны, это то, что я слышу с тех пор, как я вообще начала различать звуки, родившись в Советском Союзе. Это безусловная советская ценность, что не отменяет того, что она могла одновременно быть и европейской ценностью. Там тоже погибло много миллионов людей. Прошу вас, Кристина. Ну, я хотела связаться с вашим разговором, потому что недавно, случайно, мне подарили маленький подарок. Это священник мне подарил. Ну, там написано, священник католический, между прочим, и там написано на латинском языке, но смысл это дать слово меньшинству, дать слово людей, которые обычно не могут разговаривать. Я думаю, что у вас есть один большой проблем. Это что вы слишком хорошо делаете вашу работу. И это огромный проблем. Но есть тоже, если мы хотим продолжать цитаты, можно цитировать и Ницше, который сказал, что то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. И поэтому может быть, что действительно вы стали слишком сильны в последние времена. У меня такой вопрос. Если у вас было бы предложение от CNN, чтобы стать работать для них, что вы бы ответили бы? Чтобы я ответила CNN? Да. Никогда. Абсолютно исключено. Вы знаете, я училась в Штатах в школе. И когда я туда уезжала, это была середина 90-х, у нас в стране, помним мы все, что творилось в середине 90-х, мне было 15 лет. И, конечно, я туда уезжала с мыслью там остаться. Как практически все мои ровесники, которых я знала в то время, в середине 90-х, в маленьком городе Краснодаре, ну, не таком маленьком, но, тем не менее, довольно беспросветном по состоянию на 95-й год. И моя семья мечтала, чтобы я там осталась. И у меня там остаться было огромное множество возможностей по итогу. Я вернулась, потому что я поняла, что я не могу жить не здесь. Понимаете? Не могу. И потому что я поняла, что Родина – это не только то, что мы читали в советских учебниках, которых потом разочаровались, и все это для нас в какой-то момент стало покрыто лицемерненьким чем-то таким. Да, вы помните, вот, ну вы-то не помните, вы иностранка, но многие помнят наше состояние духа и души в середине 90-х. Что Вообще, подальше вот от этого интересно, всего. здесь, Марго, Ну, когда ты интересная судьба уезжаешь- поколения, наверное, нашего и вот вашего там помоложе, чем я, да, потому что я вот считаю, что в советском проекте выросло, ну и вот там наше поколение 80-х, кто в 80-е в школу ходил уже, да? И в 70-х. И в 70-х. Да, ходил в школу. В принципе, это были люди, которые были подготовлены уже, да, выросшие вне войны, в человеческих условиях, с нормальным питанием, с очень развитым образованием, с хорошим медицинским обслуживанием. В принципе, это было первое поколение советских людей, которое, ну, могло бы реально уже дать другое качество этого проекта. И все обвалилось. Я думаю, что вы и об этом тоже много говорите, да? Можем сейчас? об этом поговорить, потому что я представляю собой последнее поколение советских людей. Так вот, с питанием у нас был караул. Ну, Упомянули питание. Я помню,
Я помню в 80-е километры, как в моем детстве. Мое детство — это 80-е. Километровые очереди. И маму, которая будила нас с сестрой в 4 утра, чтобы мы вставали в очередь за маслом, потому что маслом можно было по 2 брикета в одни руки. А вместе с мамой нас было 6. Все в И сравнении. так далее. Наши родители-то вообще этого масла не видели. Я об этом говорю. Понимаете? Ну, вы знаете, моя мама говорит, что как раз в 60-х и 70-х было, я этого не помню, естественно, я знаю из учебников, меня тогда не было, было лучше, чем в 80-е. Вот в 80-е... Ну, я в этом смысле рос там в 70-е. Да, конечно, я могу сказать, что вот так, чтобы реально стало все пропадать, это, конечно же, конец 80-х. Я думаю, что Я это вам об вот- этом говорю. Это и есть ваш, мое детство, Ваш да. отпечаток, да? Абсолютно. Конец, последние годы 80-х. Вторая половина 80-х. А вот вы сказали, я поняла, что я не могу жить не здесь. Вот это важный нюанс. Не здесь не Не в можете России. жить или не там? Ну, в смысле... Нет, я вот- не могу жить вот- не в России, нигде. Не Я в буду России, очень только в России, это несчастна. понимание Я было. хорошо понимаю всю русскую иммигрантскую литературу, которая в большой своей массе, в общем-то, о том, как эти люди теперь несчастны. Потому что я это поняла, когда я уехала. Это так не поймешь, пока не проверишь. Потому что это кажется немножко смешным. Ну что за ерунда? Везде люди, если у тебя есть работа, если еще к тебе приедут твои родные, все замечательно. Но есть, наверное, и такие люди, которым просто приспособиться. А есть такие люди кондовые, как я, мне приспособиться не просто невозможно. Я могла бы уехать отсюда, только если бы меня, не дай бог, выгнали. Поэтому это к вашему вопросу. А смогла бы я работать на CNN? Не смогла бы. Но я не вижу ничего плохого в людях, которые могли бы. Пожалуйста, на здоровье, если это соответствует вашим ценностям, вашему внутреннему состоянию, вашей душе. Это открытый большой мир. Тут же надо для себя выбирать. Вы мне задали конкретный вопрос. Я бы точно не смогла. А мы сейчас для себя выберем рекламу. Сразу после нее Александр Сосновский. Это программа «Право знать» на канале ТВ-центр. Мы продолжаем разговор с Маргаритой Симонян. Прошу вас, Александр. Маргарита, я в таком тяжелом положении. Я как немец заготовил шпаргалку, но вот ведущий Дмитрий украл у меня первый вопрос про покемонов. А мне Я не знал. ужасно хотелось спросить, сколько покемонов сегодня удалось вам поймать. Но я снимаю этот вопрос. И у меня есть поправка, кстати, насчет коричневых коров. В Германии это уже звучит совершенно по-другому. Коричневое масло от коричневых коров дают коровы, которые производят на фирме «Рошен». Понятно. Вопросов у меня несколько. Вы знаете, что в Германии, в принципе, очень серьезно относятся к средствам массовой информации, которые вещают из России или которые вещают в Германии, которые находятся в Германии. И в Германии есть такая штука, которая нам всем хорошо известна еще со времен Холодной войны, как охота на ведьм. Я берусь вот абсолютно цинично утверждать, что сегодня в Германии есть признаки такой охоты на ведьм. Некоторые журналисты, один из которых вам хорошо знаком, не буду называть его имени с тем, чтобы он не пострадал случайно от того, что я его назову, но вы знаете русского журналиста, российского журналиста-политолога, который несколько лет тому назад в одном из интервью немецкой газете, я не помню, какая это была газета, сказал, что американцы вырезали немцам мозг, и поэтому немцы ведут себя вот таким образом по отношению к Германии. Этого журналиста, этого политолога практически уничтожили в Германии. Ему закрыли доступ ко всем средствам массовой информации, ему не дают возможности где-то выступать, ему закрывают какие-то входы и выходы, и при этом это считается абсолютно нормальным таким ходом в стране, которая гордится своей 5-й статьей Конституции, которая говорит о свободе слова и свободе мнения. Есть другие примеры. Есть журналист, фамилию которого я с удовольствием назову, как, допустим, Борис Райт-Шустер, который работал в немецком издательстве «Фокус» очень много лет, в том числе и в Москве, некоторое время находится в Германии. Он просто поливает всю российскую прессу, российских журналистов. Я в том числе, хотя я не российский журналист, а немецкий журналист. И есть еще масса людей, которые работают в Германии, которые распространяют информацию, ну, даже не то, что, мягко говоря, ложную, но там типа того, что вот русские, те, на которых якобы, в том числе и РТ, ведет свою пропаганду, русские немцы, хотя я не понимаю, что такое русские немцы, есть либо немцы, либо русские.
языке, что вот русские немцы, это, среди них есть люди, которые создают боевые ячейки, эти боевые ячейки влияют на выборы предстоящие, прочую ерунду, и, в общем, все в таком духе. А в этих боевых ячейках в авангарде покемоны. Да, да, совершенно верно. Покемон, которого по утрам вы лично ловите или которому Конечно. вы лично И я выдаете его инструктирую. задание на то, что, как они работали. У меня вопрос такой. Несмотря, ну, во-первых, я хочу вас поздравить, потому что любой немецкий журналист будет счастлив, если на него будет осуществляться такое вот давление, которое сейчас идет на Арти и лично на вас. Поэтому, в принципе, я думаю, что это только говорит о том, что сила у вас в Германии в том числе есть. Но, тем не менее, у меня вопрос такой. Вы каким-то образом собираетесь вот, защищать журналистику инакомыслящую в Германии? И если да, то есть ли у вас вообще какие-то методы и способы это делать? Вы знаете, что мы развиваемся в Германии. Я очень надеюсь, как это, скрестив пальцы, что в следующем году или чуть позже мы все-таки запустим полноценный телеканал на немецком языке. Это вот вам ответ. Инакомыслящая журналистика Германии будет знать, куда ей приходить. Но уже сейчас мы развиваем там наши ресурсы. У нас есть сайт на немецком языке, который очень популярен, кстати, в социальных медиа на немецком языке, о чем говорит статистика, которую нам присылают, собственно говоря, из Германии. Поэтому все люди, которым не дают высказаться в мейнстримовских СМИ, добро пожаловать. У вас точно есть платформа, если, конечно, эти люди в рамках закона действуют и не выражают каких-то экстремистских мнений, суждений и призывов. Ну, тогда и научите уже покемонов говорить по-немецки, пора уже. Слушайте, вы будете смеяться, я покемонов в глаза не видела никогда. Все рассказывают. Не оправдайтесь, не отмазывайтесь. Ну, я заинтересуюсь Серьезные этим силы вопросом. занялись расследованием в Конгрессе, поэтому вам никуда не деться. Но вот Александр затронул эту часть. Я бы, может, попробовал чуть-чуть продвинуться про будущее журналистики. Ну вот я абсолютно согласен в тех позициях, которые вы высказывали, в том числе и у меня здесь на программе, про то, что пора похоронить миф там о независимой журналистике. Да? Вот похоронить его, как миф именно. Да, Да, я согласен. Вот сейчас Я согласен. согласились с Пшемысловым про то, что, казалось бы, Это не незыблемые существует такие, уже. незыблемые основания профессии тоже уже практически забыли. А что остается? Вот будут, ну, там, песни для улиц и песни для кухонь, как мы в Советском Союзе, да, слушали. Одно там, другое там. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Да. Я держу равнение, даже целуюсь. Да. Вот там изброшенные орлы ради броиленных куриц. Вот Абсолютно. такая там рифма была, да. Вот, но похоже, что это там наше прошлое, а для мира всего, в том числе того, который так гордо себя называет цивилизованным, это будущее. Похоже, да. Похоже, да. Тут другого ответа нет. Я не вижу никаких тенденций к выживанию той журналистики, которой нас учили на журфаке, да, а я училась уже сильно в постсоветское время, и нас учили по западным критериям, по западным лекалам, это были 90-е, конец 90-х, и вот той журналистики, о которой мечталось, ну, ее нет нигде, я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы она где-то начала существовать. И что нас ждет? Уходили от... Там нас так долго пугали тоталитаризмом. Никто ведь не мог подумать, что тоталитаризм настоящий, глобальный, придет с Запада. Абсолютно. Никто не мог подумать, что это не вулкан у нас внутри взорвется, который нас всех накроет. Мы же всю жизнь мы обученные ошибками, которые бывали в истории, да, в нашей. Мы всю жизнь немножечко как на вулкане. Вот сейчас он взорвется, и сейчас нас накроет тоталитаризмом. А эта лава, она подступает извне. Вот это, конечно, шок. Это большое изумление последних лет. Кто говорит, что все, что нам говорили о коммунизме, оказалось неправдой, что все, что нам говорили о капитализме, оказалось правдой. Да. Это такая шутка, в которой есть доля шутки. Ну, кстати, а как вам выход из ЮНЕСКО? Это же вот тоже пространство науки, образования, культуры. СМИ туда вообще-то Чем попадают. ЮНЕСКО-то помешало? Чем помешало?
Ну, не слушалась она Соединенных Штатов. Там же Вот прямо сказано. любой немецкий журналист, не- который сейчас выскажет свое, вот как Дмитрий говорит, выскажет свое не такое мнение, которое не идет в мейнстриме, он тоже будет причислен к так называемым понимающим Путина. А в Конечно. Германии сегодня это считается просто словом нарицательным. Абсолютно. Это ужасно. В То есть Америке это то же самое. ставят клеймо и все. В Америке то же самое. Если ты посмел где-то просто хотя бы нейтральную позицию высказать по отношению к России и к Путину, ты сразу получаешь ярлык, как они это называют, полезный идиот Путина, и Ну, кирдык. да, в Тебе Германии заказана приблизительно дорога так же. везде и всегда, и у нас травле подвергается огромное количество экспертов, которые к нам ходят, людей, которые с нами разговаривают. Это во всех странах сейчас так, западных. Посмотрите, The Times пару дней назад выступил с редакционной статьей о том, что все депутаты, которые общаются с Арти, тоже должны быть подвергнуты, уже я не знаю чему, расстрелу покемонами, там, четвертованию твиттером или чем-то подобным. Это такое сумасшедшее давление на людей с тем, чтобы они с нами не работали и не говорили ничего отличного от хорового пения мейнстримовских СМИ. Если не это тоталитаризм, то тогда что? Прошу вас, Максим. Дмитрий упомянул любимую мной французскую тему, я ее тоже не могу обойти. Сразу говорю, что, задавая этот вопрос, я абсолютно не имею в виду возглавляемые вами СМИ. Просто я не видел, может быть, не так внимательно смотрел, потому что мне не надо там на английском языке слушать там, о ситуации во Франции. Не знаю, в чем Russia Today там что-то исказил, поэтому вопрос не о вас, но о наших других коллегах, которые, на мой взгляд, в частности, освещая предвыборную ситуацию во Франции, пережали с пропагандой и исказили, в общем-то, истинную картину. Потому что как выставлялся президент, тогда еще не президент, тогда еще кандидат Макрон, ну, мы все помним, чуть ли не как русофоб, чуть ли не как агент Соединенных Штатов, идущий к власти. И вот мы увидели, что он пришел к власти, и ничего страшного не случилось. Наоборот, что все очень даже неплохо во взаимоотношениях с Россией. К удивлению и, может быть, даже к разочарованию многих, он очень быстро пригласил Путина в Версаль, что, в общем-то, уже сейчас не дает повода говорить о какой-то серьезной там, блокаде, изоляции России на европейской арене. Сейчас, как вот недавно мы выяснили, Макрон летит в Санкт-Петербург на экономический форум в качестве одного из двух главных гостей. И в Минском, в нормандском формате он, в общем-то, себя проявил вполне адекватным, понимающим и, более того, комфортным для Путина партнером. И вот, как вы думаете, может быть, эта история с Францией чему-то научит некоторых наших с вами коллег, которые заигрались в пропагандистов и навязывают аудитории неверные видения, навязывают Максим, свои вот какие-то вы- фобии, свои представления, которые, в общем-то, не имеют общего с действительностью, а действительность не такая страшная. Вы зря обижаете коллег. Они навязывают населению не свои фобии и не свои представления. Это репортеры. Вот вы обозреватель и аналитик. У вас немножко другая работа. Вы вдумчиво читаете, смотрите, планируете наперед, анализируете, делаете какие-то выводы. Да? Репортеры – это немного более быстрая, на высочайших скоростях работа. Репортеры ориентируются на то, что происходит здесь и сейчас. Люди, которые говорили о том, что Макрон настроен крайне негативно к России, это люди, которые слушали, что он говорил в тот момент. А он это говорил. Понимаете, начальник его штаба строил всю их предвыборную кампанию на борьбе с Россией и с российскими СМИ. Об этом была их предвыборная кампания. Точно так же, как, например, Трамп, который, наоборот, перед выборами говорил, что да что, а я подружусь с Путиным и прочее, прочее. Потом не успел избраться и там стал нам подарки преподносить в Сирии, в посольствах наших и прочее. Но тут это нужно иметь такой или очень аналитический огромный опыт, как у вас, или уж совсем какой-то иезуитский мозг, чтобы понимать, что, ага, человек несколько месяцев во время своей предвыборной кампании, Макрон в данном случае, говорит вот это, а как только его изберут, он сделает что-то прямо противоположное. Это лишний раз доказывает нам, что журналистика... Это о ценностях демократии говорит очень Журналистика сильно. несоизмеримо более прямая, честная и, ну, мне лично понятная профессия, Чем чем политика. политика.
Ну, человек сказал, что Россия нехорошая, Путин нехороший. Ну, наверное, он также будет вести свою политику. А вот предположить, что он вот так говорит, так строит всю свою кампанию, а сразу после выборов становится нашим чуть ли не лучшим другом по нынешним меркам, ну, это надо быть не репортером. Понимаете, это немножко другая работа. А вот вы упомянули про посольство и последняя вот история с флагами в Соединенных Штатах над нашими консульскими зданиями. Вот они их сняли, ну, мы в жесткой формулировке говорим, даже сорвали. Они пообещали нам их вернуть. Но они сказали, что они очень аккуратно их сняли, Да. аккуратно сложили и, наверное, даже погладили, потому что каждый американец испытывает пиетет к национальному флагу. Ну, это же, ну, не знаю, что это, цинизм, там, ханжество. Каким словом назвать? Это и есть. Каждый американец испытывает пиетет к американскому флагу. Все животные равны, но одни животные равнее, чем другие. Это же распространяется и на флаге. Вас никогда не коробит? Меня вот очень коробит, когда в многочисленных публичных выступлениях и вообще во внутренней политике в США, когда они говорят о войнах, которые они ведут, они всегда говорят: погибло столько-то американских жизней. Это жизнь американца. Потому что всем вот просто, ну, абсолютно наплевать, сколько там потеряно неамериканских жизней. Индейцы Потому никогда что, их не интересовали, ну, это я правда. даже имею в виду современные Вьетнамцы, войны. корейцы, Ирак, афганцы, да. Сирия. Я указываю Это- на происхождение этого Да. культурного архетипа. Это расходный материал. Американские жизни – это да, это трагедия, это нечто ценное. А жизни представителей других стран – это же в менталитете. Они менее ценны. Понимаете? Это Понимаю. это в менталитете, вернее, даже не в менталитете, так неправильно говорить. Это в политической культуре. Вот и все. Это такая политическая культура. Так Поэтому, это ну и что, есть по 40 природе та исключительность, которой они гордятся. Конечно, Ведь это же абсолютно, просто ну, абсолютно. другая сторона этой медали, да? Абсолютно. Это и есть, Исключительность в этом и это заключается. и есть начинка, это и есть тесто, из которой вылепливается вот это вот представление о собственной исключительности. И его не может не быть. Вот я вам рассказываю, как происходит занятие в американской школе. Во-первых, в любой американской школе в каждом кабинете стоит американский флаг. В каждом кабинете. И каждое утро, представьте себе, деточки приходят 6 лет в школу. И утро в любой американской школе начинается с того, что дети встают, кладут руку на сердце и произносят клятву верности американскому флагу, которую я до сих пор знаю наизусть, потому что я ее не произносила, мне разрешили ее не произносить, поскольку я пошла к руководству и сказала: я не могу произносить клятву верности американскому флагу, я россиянка. Ну, в школе вот так принято. Я говорю, ну, я очень рада, что так принято, но я этого делать не буду. Я из вежливости и уважения вставала, но просто молча стояла. Клятва верности американскому флагу звучит следующим образом. I pledge allegiance to the flag. Я клянусь верности американскому флагу и великой республике, которая за ним стоит. Одна нация под Господом Богом, under God, со свободой и справедливостью для всех. И вот ты с 6 лет каждый день произносишь как мантру. Вам любой психиатр скажет, что это вдалбливается в кровь, в клетки, в костный мозг, что ты живешь в стране великой, со свободой и Это справедливостью хорошо, для Маргарита. всех. А октябрята и пионеры – это отвратительный тоталитаризм. А вот это хорошо. И когда ты вырастаешь, любой человек, который подвергнет сомнению факт того, что ты живешь в стране со свободой и справедливостью для всех, а мы же все-таки у нас есть некоторые сомнения, что страна, в которой, например, самое большое количество заключенных на душу населения, это может быть все-таки не свобода и справедливость для всех, но это подвергать сомнению нельзя, потому что Это разрушает это называется веру. индоктринирование. Конечно. Вы живете с этой верой. С 6 лет вам это твердят. Вы же, чем это отличается вот от того, что, о чем мы говорим? Я да? говорю, ничем Когда не отличается. Они строили, глядя на нас. Потому что у нас первое слово, когда ты в октябренке вступал, ты должен был сказать: я верю в коммунизм. Мне кажется, они строили до нас. Если ты не говоришь, что я верю... Они до нас это начали. Да ладно. И да автоматически на. в До октябрята состояния автоматически веры в принимали. демократию, Маргарита, они это сделали в 50-е годы. Там вот Я могу Шебыслав говорит, где эта философия. Вот там была философия. Собрались в Америке такие философы, неатомисты, и, глядя на советский проект, сказали, что если мы не добьемся нерефлексивной, то есть неусомневаемой веры в нашу демократию, как в основу американского величия, мы проиграем Советскому Союзу. Это было сформулировано прямым текстом в начале 50-х годов. Раньше это элементы- случилось, если могу перебить, элементы извините, пожалуйста. этого были Я еще- сейчас вам дам Это слово. случилось, Вот США такой- это случилось после гражданской войны. Там надо было найти единство
единство Правильно, народа. совершенно И верно. поэтому а гражданская появился война флаг. в Поэтому США появился закончилась флаг, в который люди 1865 году, за 50 лет до нашей революции, в 1865 году, середина 19 века. Да, это Тогда правда, это но началось. у них А было предпосылки нужно, до чтобы этого... создать народ. Там, США это не народ, это мигранты. Надо было создать народ. И они его создали. И это очень понятно. Еще И неизвестно. Это И вопрос, это да. очень здорово. И прекрасно, когда страна так влюблена сама в себя и таким чувством патриотизма насыщена. И началось это даже не после гражданской войны об этом стали больше думать. Но еще в 1776-м, в 18 веке, когда была опубликована Декларация независимости, всем известная, в самой этой Декларации независимости тоже есть зачатки этого. Там тоже есть обращение к Богу, там есть вот понимание предетерминации, не знаю, как это сказать правильно по-русски, Предрасположенности. предопределенности, Ну да, предрешенности предрешенности. вот этого величия и этих ценностей. И это очень здорово для них. А для нас, как в Америке говорят, too bad. Ну что ж, Да, они считают, ваше они несчастье. считают, что они лучше в мире, это правда. Давайте мы сейчас прервемся на лучшую в мире рекламу. После этого сразу Кристина продолжит. Это программа «Право знать» на канале ТВ-центр. Мы продолжаем разговор с Маргаритой Симонян. Прошу вас, Кристина. Ну, Маргарита, я знаю, что на вашей карьере вы были тоже военный корреспондент. Это, ну, поскольку я читала, может быть, что неправильно. Вам не кажется, что война – это ваша судьба? Нет. Во-первых, я до того, как стала руководителем РТ, была разным корреспондентом. И военные командировки у меня были не так часто. Они были, но их было не так много. Я ненавижу войну, в том числе из-за этих военных командировок. Я ненавижу войну, и я считаю своим долгом делать все, что только возможно делать, чтобы войны, ну, по крайней мере, пытаться предотвратить. Послушайте, я женщина, я мать, у меня 2 детей. Как может нормальная женщина, у которой есть дети, наслаждаться войной или считать, что война – это ее судьба? Ну, не дай бог, не приведи Господь. И как раз я считаю, и много раз об этом говорила, что однобокий взгляд на мир, который существовал и считался само собой разумеющимся в СМИ, до нашего появления, до появления других похожих СМИ, он и приводит к войнам. Ну вы посмотрите, что сделали с тем же Ираком. Ну ведь не было ни одного голоса тогда, который сказал бы: так, секундочку, подождите, я имею в виду медийного голоса. И при ликовании, и при поддержке, при аплодисментах подавляющего большинства, да почти всех, то, что мы называем западным СМИ, была, ну, разрушена фактически страна. Потом выяснилось, что причин для этого особых не было. Зря там по столу стучали, никакого оружия массового поражения не было. Но мало есть иллюзий о том, сколько еще войн вот так бы вспыхнуло и закончилось, и о них даже бы никто не вспомнил, если бы журналисты, которые все-таки оказываются по другую сторону этих безумных баррикад, не пытались этому противостоять. Но я думаю, что здесь еще, конечно, и наша политика, потому что наши решения по Украине, наши решения по Сирии просто провели очень жесткую красную черту. Да, вот как границу, за которую мы дальше вот отступать не намерены. И, конечно, это, ну, заставило, наверное, кое-кого задуматься. Да, вы не закончили. Пожалуйста. Хотела добавить, что действительно война, вот это, ну, как сказать, война прессы, я даже не знаю, как назвать этого, но действительно чувствуется, что идет война, и идет война постоянно. И это вредит на понимание, потому что наши читатели, ваши зрители, может быть, что ваши зрители понимают лучше, потому что более или менее у вас до сих пор существует исследование или какие документальные, ну, вы объясните много, но, к сожалению, обычный зритель или обычный читатель читает мало, плохо по интернету, ну, по разным способам, и практически ничего не понимает. Понимает только, что идет война. Вам не кажется это? Это не испортит понимание человека?
Не очень поняла ваш вопрос. То, что обычный зритель, читатель не очень интересуется политикой, мало что в этом понимает, это безусловный факт, и это хорошо. Люди начинают активно интересоваться политикой, когда их уже вот так прижмет. Потому что пока их вот так не прижало, они интересуются своей семьей, своими детьми, своим садом и огородом. Не все должны заниматься политикой и журналистикой. Люди должны иметь право жить спокойной жизнью. И я вас уверяю, когда я покину свою работу, я буду просто безумно счастлива вообще не открывать новости и вообще ничем не интересоваться, а заниматься садом, огородом, своими детьми, если они к тому времени уже сами на пенсию не выйдут. Ну, я думаю, что за вопросом Кристины стоял такой подтекст, что, формально огромное количество людей поглощает эти самые новости. Да? Вот у нас все для этого создано. Вот вы не можете расстаться с телефоном даже здесь. Я тоже не могу. Моя работа. Я понимаю. Но есть те, могу. кто не работают, они точно так же еще больше не могут расстаться с телефоном. Хотя они не работают, понимаете? Они читают его с утра до ночи. Я Соцсети, их новостные не порталы, по почте получают, мессенджеры, там, каналы, да? Чего там только нету. В принципе, огромная лавина доставки новостей, информации вам. А ситуация заключается в том, что их много, но понимают ли хоть что-нибудь люди из того, что они читают? И ведет ли вот это разнообразие, этот плюрализм, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, плюрализм, он ведет вообще к росту понимания, потому что вообще-то человек понимающий – это та ценность, к которой надо стремиться, потому что сначала идет человек понимающий, а потом уже человек разумный, и наоборот не бывает. абсолютно. Большое заблуждение считать людей глупее себя. И считать, что люди глупее себя. И считать, что люди понимают меньше, чем ты. Люди все прекрасно понимают. Просто есть люди, которым это интересно, а есть люди, которым нет. Я живу в одном доме со своей мамой и со своей свекровью. Мы вот в выходные собираемся вместе, мы живем. Да? Значит, моя свекровь самый мой верный зритель. Вот она посмотрит вашу передачу и будет мне рассказывать, как вот что было так, что было не так, как здорово и прочее. Она все время смотрит. Когда не зайдешь, не постучишь к ней в комнату, у нее на полную громкость работает или какое-то вот шоу, например, ваше, или Соловьев, или «Россия-24», или еще что-то в таком духе. Моя мама не смотрит ничего никогда. Просто у нее телевизор существует только, я даже не знаю, для чего он у нее существует, как мебель. Понимаете? И эти... Вот вам две крайности того, о чем вы говорите. Люди, которые всем этим увлечены, в это вовлечены, в данном случае как свекровь, и мама моя, которая совершенно неинтересна, внуки, сад, огород. Я не могу сказать, что одна из них понимает что-то лучше, а другая хуже. Просто одной интересно, а другой нет. Вот и вся разница. Люди, которым интересно, Ну, пусть то есть смотрят, ответ пусть слушают, они отрицательный. разберутся. Не ведет поглощение новостного потока к росту понимания. Не ведет, объективно. Тем более, что тут есть еще другое. Ты смотришь, ведет, согласна, не ведет. смотришь западный канал. Русские воюют в Украине. Русские захватили Донбасс. Там полно бурятских полков в да, этом Донбассе. да. Например. Но никто не делает усилия, чтобы выяснить, а они таки там воюют или таки нет. Например, есть место только для этой называемой войны, и нет места, чтобы рассказывать, что это действительно Россия. Ну, даже чтобы посмотреть, не знаю, новые места, старые места, что происходит, насколько изменилась Москва. Потому что никто не рассказывает это на Западе, потому что продолжает вот эта война. Вот вы расскажите в своем агентстве об Но этом. я стараюсь. Коллеги, у нас не так много Но времени. это не Пожалуйста, помогает сейчас- карьеру, между прочим. Знаете? Блиц. Сейчас блиц. Сейчас по одному короткому Да, именно я вопросу, хочу задать чтобы такой мы простой уложились. провокационный вопрос. Russia Today является оружием Российской Федерации или нет? Rush Today не является оружием ничьим, ни Российской Федерации, ни кого бы то ни было другого. Rush Today – это не оружие. Rush Today – это телеканал, несколько сайтов, соцсети и прочее, которые объединяют суперпрофессиональных людей, многие из которых каждый день рискуют своей жизнью в Сирии и других приятных местах, для того, чтобы Если могу, рассказать еще один людям всё, короткий что вопрос. происходит. У вас есть возможность связаться с президентом Российской Федерации? У меня? По телефону, да. Нет, конечно. Позвонить Путину? Да. Нет, у меня возможность.
Помаши ручкой, вспомнилась эта реклама. Я да. думаю, если бы у меня была такая возможность, я бы Для здесь того, не чтобы сидела. задавать вопросы. Нет, нет, конечно. Очень важен вопрос понимания, он абсолютно правильно тут поставлен. Некоторое время тому назад, несколько лет тому назад, один из российских лидеров произнес фразу, которая касается Киева и Украины, произнес фразу, что мы могли бы за 3 дня дойти до Киева. Эта фраза в переводе на немецкий практически во всех СМИ прозвучала: мы за 3 дня дойдем до Киева, и вот это «могли бы», оно было абсолютно упущено. Ну, а Я что просто- такие детали? Это мелочи, конечно. Мне приходилось на некоторых форумах объяснять специфику русского языка, но я хотел бы сказать, что в принципе при всем, при всей строгости, пунктуальности и сухости немцев, их менталитет очень похож на русский. Мне кажется, что Арти немножко упускает из виду такой момент, который касается, скажем, вот вы покажете прекрасное чувство юмора. С вами интересно, приятно разговаривать. Спасибо вам большое. Смешно, вы можете быстро реагировать. Мне кажется, что Арти должно использовать вот эту струнку и у немцев тоже, в том числе, и не только давать какие-то сухие информационные А материалы. вы рекламный О, ролик что? Арти, производства Маргариты, Я-то видели? видел, но надо это еще и Показывайте в немцам. Германии. Я вас уверяю, мы самый ироничный, саркастичный и смешной телеканал из всех информационных. Прямо сейчас в Европе Это вы про покемонов? идет наша реклама. Ну, она очень смешная. Там, Я знаю. Вы видели, да? Ну, правда, она смешная и ироничная. Вот Например, я просто говорю, что именно в этом направлении и там надо. Вот с ЦРУ немцами называет нас рупором пропаганды. Хотите узнать, как мы называем ЦРУ? Смотрите Арти и так далее. Там много таких роликов. Если мы все-таки откроем телеканал на немецком языке, это наше чувство юмора обязательно и там будем использовать. Кристина, у вас короткий вопрос есть еще? Есть. Что для вас Путин? Путин? Кем является? Ну, да, если наверное, могу не что, помочь? а кто? Путин президент Российской Федерации. Ни больше, ни меньше. И это насколько помогает идея России как победителей? России как победителя? Да, потому что мне кажется, что образ Путин – это победитель. И благодаря Путину Россия стала на наш образ, это наше восприятие, как победитель. Вы не чувствуете это? Вы понимаете, я, в отличие от западной прессы, не ставлю знак равенства между Путиным и Россией. Путин – президент Российской Федерации. Я работала в кремлевском пуле со своих 20 лет, так или иначе. Это с 2000 года, то есть с тех пор, как он стал президентом. Но и тем не менее, моя родина не Путин, при всем уважении к избранному всем народному президенту, к тому, что он делает. Я очень во многом согласна с его политикой, в первую очередь с внешней политикой. Но моя родина, Россия, понимаете, она началась до Путина и закончится после него. Это немножко разные вещи. Поэтому мне сложно Я бы вот вас так... поправил. И не закончится после него. Я это так и сказала. Не закончится. Конечно. Я просто, значит, не услышал. Я думаю, что и он сам прекрасно это понимает и тоже так к этому относится. То, что сейчас в западных СМИ, это тождественные понятия, поэтому вот какой Путин, такая и Россия. Ну, это такое упрощение, которое вообще-то свойственно журналистике во всех странах. И в нашей журналистике свойственно упрощение. Но для человека, который здесь вырос и который остро чувствует свою родину, все немножко сложнее. Прошу вас, Максим. У меня вопрос как к человеку, который знает Америку. Вы профессионально ее знаете, как вот мы сейчас поняли. Если Да с нет, детства не вы там особо. были, вы ее и чувствуете. Вопрос такой. Про другого президента, не про Путина, а вот про президента другой сверхдержавы, господина Трампа. Вот то, что он сейчас выделывает, вот ощущение, что это просто не слон, а стадо слонов в посудной лавке. И разрушил все, что только возможно. Вышел из целой массы, кучи соглашений, даже вот я их обозначил, даже перечислять не буду, сами знаем из чего. С Северной Кореей на грань войны поставил все человечество. С Россией даже перечислять не будем. С прессой поссорился, с собственной партией, с элитой ее поссорился. И мерится IQ, хорошо, что только IQ пока, с собственным госсекретарем. Вопрос такой, удержится он хотя бы до конца первого своего срока, или все-таки как-то вот американская элита найдет возможность от него избавиться?
Я не любитель делать прогнозы, понятия не имею, удержится или нет. Я думаю, что шансы одинаковые и к тому, и к другому. Безусловно, американская элита сейчас делает все для того, чтобы от него избавиться. И вот обвинение на связи с покемонами – это звенья именно этой цепи, и никакой другой. Я хотела бы интереснее другое. Что будет впереди, мы не знаем. Но мы можем проанализировать, что было вот буквально вчера. Ведь то, что Трамп такой, было известно давно. И всему американскому народу. Трамп не выстрелился из русской пушки в качестве ядра, приземлился в Вашингтоне, бах, и стал президентом. Его много лет знают. Он супер известный персонаж, и телевизионный ведущий, и кем он только не был, и миллиардер. Вся страна знала, что он такой. Вы можете теперь, в чем вопрос, представить, до какой степени страну и народ достал собственный истеблишмент? Все СМИ, а все СМИ Америки были против Трампа. Все, что называется словом «истеблишмент», что они в пику этому истеблишменту выбрали Трампа. Вот так вот. Но я все-таки продолжу линию, которую задал Максим насчет прогноза и предсказаний. Вот я считаю, тестовая ситуация разворачивается. На Украине приняли закон о этом обучении на только украинском языке. Да, закон об образовании. Европа цивилизованная возмутилась. Венгры возмутились, румыны очень сильно возмутились. Грозят, что даже поляки возмущались. Поляки не совсем Ну, не совсем, но немножко, да. Возмущались и грозят прям проблемы создать с ассоциацией, там, в ПАСЕ вот гневно выступали. И вот вчера пан Климкин, министр иностранных дел Украины, сказал: да чего вы так все, чего вы так возбудились? Но мы сейчас, там будет такое положение, что вот этот закон об образовании языков, которые входят в страны Европейского Союза, касаться не будет. Вот у меня к вам вопрос. Они сейчас исключат венгров и румын из этого дискриминационного закона. А русские останутся. Европа утрется? Европа не утрется, Европа будет бить в ладоши. Что Обрадуются. утрется? Обрадуются. Конечно, за рукоплещет. Да, их проблему решили. А могу я включиться? Ну, давайте. Давайте, скажите мне, пожалуйста, на каком языке в российских школах, в любой части России, происходит обучение? На российском. Правда? Или нет? Татарин изучает... На русском. На российском это вы по-польски да. сказали. На российском это по-польски, Да. потому что по-русскому это по-польски как бы унизительно определение. На русском все происходит, Нет, правда? вы знаете, Нет? национальные школы в Российской Конечно, нет. Федерации О чем вы существуют. Я уже не все знаю, поэтому... Нет, хочу нет, спросить. о чем вы говорите? Я вас Моя информирую. моя сестра, которая живет в Адлере, Я спокойно ходила вам в отвечаю школу, просто. где было образование у половины этой школы на армянском языке. Хотя армянский язык даже не является языком Российской Федерации, потому что у армян есть Армения. Это означает, Но что из-за Украина того, что сделала ошибку, неправильно поступает. Но я их Из-за понимаю, того, что в Адлере почему много они армян, это там в школах делают. У них преподавали. есть проблема с идентификацией национальности. Да какая проблема? Я причем- закончил в слушайте, 72-м году вы школу, сейчас, но вы же русским так и на доходите, украинском легко языках. дойдете до оправдания любого Я не расизма. хочу оправдать любого ничего, я расизма, не да? решаю Но у меня ничего. куча проблем, поэтому я расист. Легко объяснимо. Вот вышла же госпожа министра образования украинская и сказала: ну да, такой вот закон, но вы понимаете, вот поэтому у нас же и Крым отсоединился, потому что в Крыму не изучали украинский. Но это Во-первых, бред, это бред. Подождите, Это бред. во-первых, это чистой воды вранье. Конечно. Там в школах, крымских всех школах учили украинский язык. Все дети. Но она выходит, врет, это все принимается, и последствия, к сожалению, Маргарита, я с вами соглашусь, и в части цивилизованной Европы, просветленного эльфийского сообщества будут именно такие, Уже как вы есть сказали. декларация ПАСы, которая сказала, что это неправильный Это закон. только декларация. Но вы понимаете, вот сейчас, когда венгров, румын и поляков из этого уберут, он сразу станет правильным. Правильно. Так мы считаем с Маргаритой. Спасибо большое Спасибо вам за вам. этот разговор. Очень интересный, содержательный. И мы в программе «Право знать» увидимся с вами, как обычно, через неделю.